Добрый день, друзья! Канал Кубачинское серебро. Продолжаем знакомить вас с нашей продукцией. Сегодня у нас в обзоре вот такой серебряный чайник. Серия называется Боярин. Чайник для заварки. Заварочный чайник. Весь вырезан в растительном орнаменте. По бокам даже носик у него гравирован. Также здесь имеется чернение в виде лепестков, ростков, цветков. На контрасте горячая чернь. Порошок, который мастер вырезает алмазным резцом сначала на металле борозды, потом засыпает туда порошок, горячая чернь. При температуре 800 градусов он растекается, становится примерно как камень, такой по прочности. И вступает в очень плотное такое соединение с серебром. Никогда не сойдет, можно мыть, тереть, полировать, ничего с ним не будет. Чернение делается в основном вот именно для того, чтобы вот так на контрасте был виден узор, рисунок. Вот такая вот гравировка идет по контуру, волнистая. Верхняя часть обычно у таких чайников бывает разный рисунок. Здесь вот сегодня в виде таких арок мы видим. Либо бывает тоже растительные, либо бывают какие-то вот такие вот как типа полоски. То есть всегда гравировка, мастер всегда гравирует, где-то он какие-то отличия все равно допускает. Потому что не любят однообразие мастера натуры творческие все. И как любой художник, им всегда хочется привнести что-то новое в новую работу. Поэтому гравировка, рисунок, узор на кубачинских изделиях всегда бывает разный. Это как отпечатки пальцев, двух одинаковых рисунков не бывает. Всегда где-то будет отличие. Такая вот крышечка по верхней части тоже в виде арок. Мы не стали вот из-за этих разных обработок менять серию. То есть обычно выходит там Боярин 2, Боярин 3. Но так как растительный орнамент остается, вот он идет вот так вот по окружности чайника, то мы решили не менять серию, чтобы не было путаницы. И вся эта серия называется у нас Боярин. Крышка изнутри вот такая вот, отполировано все. Мелкая очень гравировка. Значит, объем чайника 400 миллилитров, ну, чуть меньше пол-литра. Значит, высота чайника 12 сантиметров, это считается вместе с верхней частью крышки. Вот, поэтому 12 высота, диаметр 10 сантиметров вот этой части. Объем 400, вес примерно 310 грамм, плюс-минус там несколько грамм, бывает 305, бывает 315. Точный вес невозможно предугадать на конечном продукте. Весь он вырезан, также у него имеется гравировка и чернение даже на ручке, на вот этой изогнутой. Ручка довольно широкая. Он очень удобен. Используется по своему прямому назначению. В нем можно заваривать чай. Несмотря ни на что, серебро это такой же металл, который можно использовать в обиходе дома, использовать его как посуду. Поэтому многие спрашивают, можно ли использовать там вашу посуду, чашки, те же стаканы. Конечно, можно. Это металл. Просто вот такой вот драгоценный металл. Но использовать его можно. Нижняя часть гладкая у чайника, донышко заполированное. Вот при
взгляде внутрь можно обнаружить такую желтизну. На самом деле просто преломление света во всех узких замкнутых таких круглых сосудах бывает такая желтизна. Плюс у нас подсветка в магазине немного желтоватым отдает, поэтому может быть такой эффект. Здесь все белое, отполированное, чисто белое серебро, позолоты в нем нет. Поэтому на фотографиях, на видео может отсвечивать. Вот. Мыть можно его после каждого использования, как обычный чайник. Если вы дома пользуетесь тем же фейри, на мягкую губку, на мягкую сторону губки нанесли фейри, хозяйственное мыло, амвеевскими средствами можно мыть. До пенки натерли его, смыли под теплой проточной водой, вытерли сухим полотенцем. И он всегда у вас будет вот такой чистый. Если же не пользуетесь, покупайте пасту для полировки. Они продаются практически во многих и в хозяйственных магазинах, и даже в автомагазинах. На тряпочку, на хбшную нанесли, потерли. Всегда у вас будет такой вот первоначальный блеск. В качестве подарка, конечно, тоже очень часто используется. Дарят людям, у которых, как говорится, нечем удивить. И вот такой чайник, например, какой-нибудь юбилей или на какую-нибудь свадьбу, это, конечно, очень заметный подарок и очень запоминающийся. Ко всем подаркам у нас традиционно идут вот такие вот бархатные подарочные коробки. Очень красивый снаружи, изнутри темно-синий бархат. Иногда попадается бордовый бархат. В данном случае идет серия из темно-синего. Тоже красиво, на контрасте. Вот так вот он смотрится. Чайник, темно-синий бархат с серебром очень красиво сочетается. Такой вот подарочек можно преподнести юбиляру. Вот, украсит интерьер любого самого современного дома. Поэтому подробная информация с ценами и прочим у нас на сайте. Ссылка на сайт под видео в описании. Также в левом верхнем углу наш логотип с адресом сайта. Полностью информация вся там. Веса, размеры, параметры, цены. Магазин у нас находится недалеко от метро Ленинский проспект в Москве. Значит, все на витринах, все на полочках, можно прийти, потрогать, приобрести. Значит, подписывайтесь на наш канал, будем продолжать вас знакомить с нашей продукцией. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!